Это я. Ну, то есть не совсем. Это мой аватар на это путешествие. Маленькая девочка-волчица по имени Ния. Мы в ее комнате. На полу мусор, рыба, мясо. В углу телевизор, гитара, синтезатор. На компе открыта крипипаста, а стул можно крутить. Здесь, наверное, ужасно воняет, поэтому спасибо, что запахи по интернету не передаются. На полу, помимо прочего, таблетки и фотоаппарат. Они помогают не сходить с ума. В остальном же комната как комната. О, а это телефон. Звонить мы с него не будем, зато мы будем снимать. Например, телевизор с неправильным отражением. Или крипипасту. Или всю комнату целиком. Да, я вылетел с текстуры, это повторится. Помимо прочего, мы умеем садиться. Умеем выть. Умеем копаться в настройках. Умеем менять обои. Умеем смотреть титры. Нет, это пока рано. Еще мы умеем играть в котел. И в целом... Начнем? Мы оказываемся на станции, где бесконечный поезд будет в такую же бесконечную даль. Дождь. Так что благо у нас есть зонтик. Из плитки растут цветы, и им радуются бабочки. Ну а поезд, похоже, забыл выключить утюг. И тут рельсы.
Это определенно нечто. Дверь ведет нас дальше, поэтому пойдем. Заснеженная улица. Не последняя на нашем пути. К счастью, нам дали шарфик, а то мы бы точно простудились. Детская площадка. А чуть дальше вход в канализацию. Над которым, похоже, есть какой-то секрет. Или нет? What the fuck? Прямо напротив канализации кладбище. Очень символично здесь сочетается и самое начало жизни, и самый ее конец. Я точно видел глаз. Да ну. Он же был. Ладно. Ага. Спальня, поезд, снег, канализация. Пока все вполне по порядку. Здесь уже как-то неспокойно. Потому что заброшено. О, а вот и наружу. И она мне очень напоминает, не поверите, но мое же видео. Впрочем, идем дальше. Не знаю, что за обсессия у современных инди с грязными стоками. Они в Перипетия, они в Психопомп, теперь они в Нофине. Но, признаюсь, эффект они на меня производят. Здесь жутко. И при этом все равно почему-то спокойно. В самом конце следующая дверь. Она шепчет. Думаю, это хороший знак. Я больше не буду думать. Телефон
не достается. Бегать нельзя. Вокруг... Это глаза? Чего? Окей, это не просто прогулка по снам, мы еще вступаем на территорию кошмаров. Лучший момент, чтобы немного объясниться. Мы, за неимением лучшего слова, умерли. От чего? Я не знаю, не спрашивайте, но умерли и попали сюда. Это же, опять же, за неимением лучшего слова, лимб. Отсюда надо найти выход, но где он, я не знаю. Все немного прояснит телефон. Хоть и тоже загадкой. Вы нарушили наше обещание. Фан-факт. Этой фотографии, которую я вот только что сделал, в игровой галерее почему-то не оказалось. В игре в галерее, я знаю. Пришлось мне брать скриншоты из Стима. Я просто хочу сказать, что это странно. Да и все. Наконец, меня выкидывает из тумана, и я загружаюсь вновь. В этот раз меня встречает совсем не станция. Поезд стоит, все вокруг словно поверхность солнца. Бежать нельзя, телефон достать нельзя, выход один через дверь. Но она закрыта. Я решаю пройти в другую часть станции. Пытаюсь прыгнуть. И снова оказываюсь в тумане.
Вы убили нас обеих. Мне жутко, поэтому я открываю Котю. А в титрах нахожу строку «Эмоциональная поддержка». Но, к сожалению, не для меня. В этот раз вокруг не только туман, но и валит снег. Я вою от страха, но никто не приходит мне на помощь. Ветер как будто лишь надо мной смеется. Я шел так еще минуту, но ничего не нашел. А потом увидел, что добавились новые обои. Я выбираю пену и иду дальше. Спустя пару секунд я вновь на экране главного меню. Окей, в этот раз это и правда станция метро. Я ищу секреты, которые мог бы пропустить, но вроде тут ничего. И тут тоже то же самое. Я кручусь на карусели. Пытаюсь скатиться с горки и прыгаю через вот это вот. Может, это изменит глаза под ту дверь. Я гуляю по снегу, добегаю до памятников. Вою и бегу к той решетке. Глаз так и не вернулся. Может, здесь есть другие проходы? Я это видел. Мне опять показалось? Да, не прыгнуть. А это что было? Я начинаю не верить себе. Глаза говорят, что игра потихоньку ломается. Но
здравый смысл отвечает, что может быть, мне показалось. Она же стала таблеткой на секунду. Что ж, выбора нет. Глаза так глаза. Это главное меню. Тут все очень зеленое. Кроме зонтика. Красным. Одиноко утонувшего в луже на переходе. Я сажусь рядом с ним. Не могу не представить, что он точно был чей-то. А еще не подумать о том, что он есть только в наших руках и вот здесь. Раз пока я не видел ни одного человека, но зато кучу бабочек, кстати. Эти зонтики тут словно в память о людях. Словно в память о Шарлотте. Внезапно настроение меняется. Это пустыня. С дорогами на скалах, знаками тупик тут и там и довольно внеземным пейзажем. Дверь просто тут. А значит, я просто пойду погулять. Я прошу прощения, ей только что голову снесло. Ну его к черту, эту пустыню, вы извините. Ха. Какой интересный сеттинг.
Я правильно понимаю, что это кровать? Ну да, она самая. А почему тут такая тьма? А, потому что. Моя любимая из причин. Вся эта локация очень напоминает самое начало Йена Dream Barbecue. Только здесь в небе кажется все-таки пусто. Стул. Ну, разумеется. Внезапно море. Сейчас, когда с космоса падают обломки спутников, по атмосфере оно как раз примерно такое. Хотя, знаете, нафиг этот берег, он мне не нравится. Реалистичные поля. Ага. В целом от реальности 0 отличий. Хотя, вроде бы это Skybox. Но мне все равно кажется, что он возьмет и задвигается. Так, ну сейчас это точно было. Твои проделки? Я понял. Иногда тут просто все ломается. Вы убили ее. Это... Я к этому еще вернусь. Несколько секунд спустя локация меняется сама собой.
Кажется, я уже где-то все это видел. Не знаю насчет красной трубы, но воздушный шар с домом там точно были. А... Я знал! Стоит подойти близко, и глаза растворяются. Но потом быстренько появляются снова, стоит только отойти. Только теперь почему-то один потеряли. Что ж, на заснеженной улице мне и правда не показалось. Впрочем, нам к шару. Или нет? Я было побежал к дому, но представил, как с нас вновь слетает голова, и стало жаль волка-девочку. Я осмотрелся и понял, что глаза помогали. Они указывали на дверь. А теперь мы совсем в пустоте. Благо монетки собирать не просит. Вы убили ее. У дерева явно сломались текстуры, но судя по тому, что здесь чуть ли не каждый объект любит прыгать по состояниям, это и правда вполне нормально. Кстати, у нас новые обои. Почему-то здесь очень много медуз. Но мне нравится этот лес. Страшно уходить, зная, что любой край карты рубит по шее, но выбора нет. К счастью, путь вперед здесь — это путь все туда же. И в один момент меня выгоняют, и я оказываюсь посреди тех самых труб. Этот мир явно не выдерживает постоянных перезапусков.
Увы, на трубы не залезть, поэтому остается только топтать зеркально-пустотную лужу в поисках чего-то. И все-таки мне больше интересно темное пространство между трубами. Наконец, я абсолютно внезапно среди этих клубков нахожу трубу, которая ни с чем не соединяется. И мне как раз в нее. Вы ее видите, я ее в целом сейчас вижу, но почему-то я все равно в моменте пробежал мимо. Благо, она появляется вновь. О, а вот это вот интересно. Я точно где-то все это видел, но упорно понять не могу где. Это какая-то 3D-анимация старая? Или что-то связанное с виндой? Я искал, но все по нулям. А в обоих тем временем лэп. Супер. Здесь выход совсем просто найти. Здесь это грустный сим, но что-то здесь так и просит остаться. Это красивый вид. Черт. А это просто парк. Очень напоминает вид со скамейки 500 дней Саммер. Под деревом дождь не идет. Стоит выйти, он продолжается. Это мило. Я пытаюсь сфотографировать капли на траве. Но получается так себе.
И с каждым пройденным шагом я все больше понимаю, что здесь вроде должно быть комфортно, но что-то явно сломало эту красоту. А вот это место очень крутое. Для тех, кому мало лет, как и мне, скажу я, чтобы казаться моложе, эта локация целиком скринсейвер Windows 95. Но вместо крысы тут теперь водится волк. Пройти этот лабиринт не составляет вообще никакого труда. Вот тут буквально в начале нужная штука. Но да, тут не только кирпичи. Даже город есть. Кажется, я бегаю кругами. Разумеется, здесь есть и сегмент, где пол и потолок меняются по канону местами, но в целом это, увы, все. Как бы тут ни было круто, пора уходить. В смысле, нет. Это не все. Я решаю прыгать в картины а-ля Mario 64, но ни одна не поддается. Может, я что-то упустил? Ага! Ого! Часы. Окей. Из интересного, тут все часы идут в разном темпе. Плюс-минус. Присмотритесь и увидите. А я попрыгал. А то времени мало. Черт! Черт! Так, буду аккуратней. На этой локации двери нет совсем. И главная цель пропрыгать определенное расстояние. Как я и говорил, главная цель пропрыгать определенное расстояние. Что в целом совсем не сложно. Главное никуда не торопиться и просто спокойно... Черт, блин, а может есть дверь? Глаз уже куда-то указывает. Да, блин, ну близко же было. Ага. Супер. Да твою ж мать. Выть.
Нельзя. Бежать. Нельзя. Телефон достать. Нельзя. Похоже, доигрался. И вот мы снова здесь. Вы убили ее, снова гласит экран телефона, и он абсолютно прав. Котя терапевтическая не то чтобы помогает, но неплохо, что она есть. Я иду вперед. И я думаю, это лучшее время, чтобы сказать, чем вообще чревато здесь умирать. Каждая смерть засчитывается. И в результате мир потихоньку с каждой смертью меняется в худшую сторону. Он просто ломается. Правда, сейчас пока из последствий только эти прогулки по туману. В идеале пройти Ноуфиния нужно вообще без смертей. В этом как бы и суть, но я лоу-скилл, мне сложно. Оттого чисто технически каждая наша фотография это своеобразный момент за секунду до смерти. А теперь это Safe Space. В этот раз ничего интересного, я просто прохожу те же места. А вот это больнее всего. Причал. Недостроенный дом. Нет сигнала. Еще бы. Сколько же этот мир ждал, когда в него кто-то зайдет? Смотря на эти кубические поля, я чувствую все, что мне надо почувствовать. Тот дом больше не будет достроен, к маяку больше никто не дойдет, далекими землями больше некому хвастаться. Деревья так и будут висеть в воздухе, алмазы так и не будут добыты. Собака, сидящая где-то, так и будет ждать, пока не сломаются жесткие диски. Чем такой мир, в который больше никто не зайдет, отличается от галереи фотографий, которую больше некому заполнить?
Это так красиво. Я все не могу найти ответ на один вопрос. В мире, где есть бескрайние поля подсолнухов, разве нет места для всех? Здесь нам нужно найти маленький камушек. Всего-то размером с 2 ней. Мы оказываемся на помойке. Бак, синтезатор, мешки. Рядом дом и классики. Мясо внезапно. Что это? Это биотуалет на воздушных шариках. Почему бы и нет? Я уверен, вы давно уже это заметили, но я хотел бы сказать про это и вслух. Каждый мир, что мы посещали, каким бы милым, ностальгичным или жутким он ни был, он пустой. Абсолютно. От корки до корки. И, глядя на заброшенность местных пейзажей, я не могу не подумать о том, что когда-то все это вполне себе было живым. Я верю в энергетику. И верю, что если что-то живое и искреннее умирает, то вместе с этим умирает и немалый кусочек реальности. Шахматы. Игра, в которой я очень плох. Это какие-то 5D, что ли, шахматы? Еще и пешка тут шепчет. Что за собрание? Мне сюда. Явно нет. Опа. А куда тогда? Фак. Окурок. Это одна из немногих вещей во всех этих местах, что кому-то когда-то принадлежало. Здесь также куча дверей. Каждую можно подергать, но я, пожалуй, не стану. А вот и балкон. С него куда-то в смог идет горка. И пусть идет дальше, я туда больше не ногой.
Вы убили ее. Я не знал. Это точно какая-то восточноевропейская антиутопия. Тем забавнее, что у нашего дома окон на нее нет. У самой последней двери лежит пачка наших портретов. Или нет, как минимум это точно рисунки. Работ Шарлотты в открытом доступе я не нашел. И, наверное, плохо искал, поэтому не могу сказать, это ее они или нет. А, кстати, зацените апартаменты. Добро пожаловать в Балашиху. Эта дверь стоит 15 миллионов рублей. Наконец, одна из дверей переносит нас на склад. Здесь все еще более заброшено, чем обычно. Я явно сюда опоздал. Лучшее время для этого склада уже давно как прошло. И теперь от него лишь обломки до лужи. Наверное, когда-то и с кем-то тут было прикольно. Внезапно эта дверь вполне себе куда-то ведет. Что за красный свет? Черт, до него не достать. За мной кто-то следит. Посреди парковки огромное дерево, пробивающее потолок. Его кто-то попробовал спрятать за конусы, но я вот все равно его вижу. Тут так сразу и не понять. Вроде все вокруг под водой по колено, а вроде машины стоят. А дерево кто-то явно отгородил. Плюс, конечно, и камеры. Но это еще не самое странное. Я открываю дверь. И это все та же локация.
И у меня есть теория. Что, если в этом мире живут только конусы? И они не ограждают от дерева, или упавшего столбика, или даже автобуса, что откуда-то взялся, а им просто интересно. Какие еще развлечения у них тут на парковке? Вдали огромная труба. Толком туда не зайти, но оттуда вполне себе можно смотреть. И вот неожиданность, автобус заведен. И на нем можно уехать. Какое тут все красное. Небо, стены, пол и даже наш зонтик и башмачки. О, телевизор. Похоже на какую-то игру, но я разобрать не смог. Здесь красиво. Да ну. Скайбокс к мышке привязан. Круто. Дверь разделяет красную реальность и вполне себе обычную реальность. Мы дома. Кто-то когда-то развесил белье, повсюду провода для связи, кондиционеры, а посреди качель. Но при этом никогошеньки вокруг, кроме нас. И даже крутое пианино меланхолию никак не разбавляет. Как же здесь не хватает ее. Металлические каркасы, бетонные скульптуры, маки, рисунки и холод. Единственное тепло — это реки горячей крови. Это уже совсем антиутопия. А я говорил, что это еще повторится. Страшно смотреть на экран. Ведь
Вот что останется, если не станет людей. Кровь и какая-то техника для никого. Пойду я. Отличный переход. А это обои Windows 10. Забавно, учитывая, что я видел только фотографию изнутри этой пещеры, насколько я вообще могу узнать, что снаружи не так. Да и почему бы внутри не бывать водопада? Я думаю о том, почему на двери висят цепи. Может, больше всего хочется здесь остаться. Ведь если остаться там, где времени нет, то ты никогда не умрешь.
это уже что-то совсем знакомое. Лиминальность, да без бэкрумса или пулрумса, это да ну как вообще? Комнаты не имеют никакого смысла, и они продолжаются бесконечно. В соседнем зале шезлонг, круг и, самое неожиданное, бумажный кораблик. А дальше очень интимный туннель, где очень неясно, откуда взялось столько света. Впрочем, здесь я, пожалуй, с описаниями бассейнов закончу, потому что если я и правда буду пытаться описывать каждый бассейн, то я словно буду просить нарисовать собаку тех, кто... Это место больше всего напоминает о том, что когда-то оно было заполнено жизнью. Вы все знаете это чувство. В стене маленький проход. Но Ния упорно отказывается приседать. Что ж, еще одна загадка останется без ответа. А я утону, если встану сюда? Не, ну мало ли. Я дохожу до душевых кабинок. В одной из них что-то явно не так. Напротив, ванна, заполненная кровью. Дальше шкафчик, заполненный тьмой. Для меня всегда бассейн был местом очень безопасным. Не только потому, что там горки и весело, но и потому, что почему-то, несмотря на наличие глубокой воды, я никогда не ловил себя на мысли, что я могу в ней утонуть. Все-таки вокруг много людей. Но я никогда не был в пустом аквапарке. С его вычурными композициями, потеющими, льющими водопады грибами. Может, там все иначе. Зато я помню, как случайно разбежался по мокрому полу
Скользнулся и ударился ногой об острый угол. Случайно, разумеется. Я и не думал, что так вообще может быть. Мир до этого меня никак не калечил вне игры на площадке. Это оставило мне глубокий шрам, который есть со мной до сих пор. Он очень маленький, но он без сомнения есть. И я поймал себя на мысли, что с тех пор я потерял кусочек своей наивности. Перестал видеть бассейн как место абсолютной безопасности. Мне до сих пор нравится быть там. Но теперь я всегда наготове принять какой-то удар. А это просто поле лаванды. Предупреждаю, успевайте загадывать желания. Я так и не разгадал, почему в каких-то местах луна красная. Но не думаю, что это вообще важно. Качели интересны тем, что здесь правда кто-то есть. Вот там. Где-то вдалеке маленькие точки света. Едут под дождем. Возможно, домой. А вот это наш дом. Внешне, возможно, даже красивее, чем когда-либо. Но внутри все в руинах.
А вот это крайне жуткое место. Но не потому, что мы на дне и тут 100 атмосфер, а потому что видно поверхность. Ну, еще потому что, казалось бы, дно. Дно океана даже больше скажу. А все равно, даже здесь, даже рыбки нет ни одной. Какое же все-таки странное чувство утрата. Пока все в порядке, ты принимаешь за должное. Когда ты теряешь, ты не веришь, что теперь может быть как-то еще. Интересно, удивляются ли рыбы, когда на их знакомых местах оказываются куски самолета? Из любопытного, дно почему-то прибито. Видимо, чтобы не приближалось сильнее. Помимо обломков здесь также есть пианино. А я говорил, не последнее на нашем пути. Здесь вечереет. Окна горят, будто кто-то и правда в них есть. А снег такой медленный, что вот-вот и застынет в пространстве. За калиткой кровать. На снегу чья-то кровь. Ну а выйдя во двор, можно увидеть площадку. Не такую крутую, как на заснеженной улице, но тоже неплохо. Я помню, как в детстве все, что нужно было для хорошей игры, это гора из снега и много фантазий. Эту гору либо кто-то охранял, а другой нападал, либо это был форт, и в нем копались туннели, либо это было что-то еще, и в целом не то чтобы даже и важно и что. Главное просто придумать. А дальше можно просто играть. Дверь не открывается. Наверное, и к лучшему, что под ней капли крови. Чем дальше я становился взрослее, тем больше мне нужно было чего-то еще, чтобы играть. А фантазии нужно все меньше.
Игры становились обычными, мысли становились локальными. И если раньше хотелось покорить целый мир, то сейчас целый мир становился уж слишком похож на квартиру и комнату, и даже экран. И только взрослея сильнее, я понял, что дело не в этом. Это не я повзрослел, а просто когда ты малыш, то фантазии, форты из снега от тебя ожидают и не осуждают. А чем ты старше, тем твоя любовь к этому миру становится больше обузой в глазах других. И если ты задаешь риторические вопросы, ты глупый. Если ты мыслишь о смысле, ты странный. Если ты чувствуешь мир по-другому, не нужен. И это больно. Когда ты хочешь любить этот мир, а он отвечает отказом. Когда ты рисуешь, а это никому и не нужно. Когда ты плачешь, слезы всем кажутся фальшью. Когда ты сознаешься, что больно, тебе лишь смеются в лицо. Смешно. Очень смешно. Когда в человеке умирает наивность. Когда над твоей добротой издеваются. Когда за это никто не раскаивается. Когда одна из твоих фотографий рано или поздно становится последней. Иногда просто хочется куда-то уйти. На Марсе классно. Наше время здесь подходит к концу. И как бы не хотелось остаться в каком-то мгновении навсегда, это невозможно. Вечного счастья нет. Но, к счастью, вечной боли не бывает. Здесь красиво. И совсем никуда не нужно спешить.
Снова глаза. Снова смотрят. Хорошо, что у них нет рта. Я бы не хотел слышать, что они хотят мне кричать. Повсюду клубника, дома и какой-то невероятно спокойный пейзаж. Одна из клубник. Это дом. Добро пожаловать в черное пространство. Это наша последняя остановка. В главном меню теперь стоит другая дата. 2022. Почему, я не знаю. Я нажимаю любую клавишу. В спальне все как обычно. Все так же, как когда мы ушли. Единственный вариант — выйти наружу. Ведь нам не достает всего одной фотографии для обоев. Мы в поезде. Вокруг по воздуху плавают рыбы, вдалеке телевизоры, на скамьях бабочки в маленьких картонных коробках.
В самом конце вагона фигура. Вокруг нее белые цветы. Наконец, спустя столько миров, хоть в одном мы нашли ее. На экране возникает надпись «Продолжение следует». Возможно, это и так. Но я давно привык к тому, что подобный экспириенс часто случается только единожды. Здесь можно лежать бесконечно. Но если проснуться, то фигуры больше не будет. Связь налажена, гласит экран телефона. И последней картинкой в обоях оказывается еще одна медуза. Если погулять по вагону, то можно найти только мониторы с синим экраном. А обе двери, что туда, что сюда, будут закрыты. Теперь точно больше некуда спешить. Это было хорошее приключение. Правда, в самом начале я думал, что фотографирую просто то, что меня зацепило. Красивый пейзаж, странный образ, необычные места с границы локации. Чуть дальше я больше фотографировал пустоту. Или скорее отсутствие. Места, где явно что-то было, где явно кто-то был. Но теперь в них совсем пусто. Если как-то структурировать все фотографии, то в них во всех есть немного тоски. И сейчас, пересматривая этот альбом, я думаю о том, что можно было сделать куда больше фото. Показать мир со всех ракурсов, так, как я его видел. Но я не стал. И это те фото, что я сделал на память. И вот эта фотография, самая последняя. А вы даже не видели, как я ее сделал. После нее я еще немного подумал, побродил. И закрыл игру. Эта игра, Нофиния, сделана в память о девочке по имени Шарлотта под псевдонимом Бернт Фиша. Когда открываешь титры, листаешь их в самый конец,
там встречает как раз ее имя. И небольшая подпись чуть снизу: «Ты меняешь мир к лучшему, пока мы не встретимся вновь». До этой прогулки я понятия не имел, кто это. А сейчас не могу перестать думать о ней. Я задавался вопросом про последнюю фотографию в жизни. И дело в том, что Шарлотта больше всего известна как раз ей. В ней нет ничего необычного. Это просто вид с моста, снятый ночью, из-за чего камера размыла картинку, а уж Твиттер, он же X, пережал ее еще сильнее. Подпись к фотографии гласит «Красивый вид». И тут сложно не согласиться. Дата этой фотографии 2 мая 2025. После того, как Шарлотта запостила ее, она чуть позже написала еще сообщение с текстом «Долгий путь вниз». Спустя несколько дней по интернету появились постеры «Пропал человек». И на них была Шарлотта Грант Фосгейт. 10 мая, через 8 дней, ее тело нашли в реке Уламет. Ей было 17. Рыбки, которые плавают в вагоне, один в один рыбка, что стоит до сих пор в ее профиле рядом с никнеймом. Вся игра переполнена рыбами и переполнена водой. Но главное здесь для меня даже не это. А то, предупреждаю, сейчас будет больно. Какой была реакция на эту ее фотографию? Тысяч комментариев. Большинство из них отправляет Шарлотту куда-нибудь в ад, смеется над ней или просто радуется. Я тот человек, который, как мне казалось, понимает, что интернет бывает жестоким. И я даже в теории, наверное, могу объяснить себе, почему так. Да и ненависть просто легче увидеть и легче услышать. Но нет. Я листал все дальше, и злые шутки, и желчь вообще не кончались. И мне сложно понять, как даже самое подробное объяснение а-ля «ну да, интернет бывает жесток» дает разрешение глумиться над смертью подростка. Просто представьте, если это было посмертно, то что было при жизни? Почему так легко найти оправдание и причину для ненависти, но любовь и добро — это сложно и стыдно? Шарлотта была обычным подростком, который просто хотел быть собой
Она была фанатом Соника, была важной частью комьюнити и другом для многих. Она была просто добрым человеком. И, например, вот этот вот пост разбивает мне сердце. Пропал мой друг. Она, как и каждый человек в этом мире, писала и делала глупости. Потому что ей было 17. Мне в этом году исполняется 25. И я до сих пор делаю и говорю глупости. Возникает вопрос, насколько вообще сложно, имея анонимность и возможность сделать человеку больно, ударив его посильнее и посыпав на рану соли побольше, просто не делать этого. Очень смешно, когда в человеке умирает наивность. Я постоянно чувствую, что мне нужно вычитать текст, исправить ошибки, выбрать правильный тон для рассказа. Я сознательно и очень старательно отношусь к своим словам бережно, потому что я знаю, что они могут сделать. И даже этот абзац я переписываю уже раз в 10-й, просто чтобы он не казался фальшивым. И пусть иногда приходится говорить вещи, от которых больно и мне, и другим, но я хочу и стараюсь, чтобы это было не ради боли, а вместе с ней становилось лучше и мне, и другим. И в идеальном мире мы бы все старались понимать, что значат наши слова для других, что значит наше время, и что значим мы в целом для тех, кто рядом. И пусть ненависть очень даже продается, но надо понимать, какую она имеет цену. И даже сотня комплиментов порой может затмиться всего одним оскорблением. И покажется, что так думает весь мир вокруг. Даже если это не так. Шарлотта заслуживала лучшего мира. И гораздо больше добра. Не потому, что она была идеальной, не потому, что она никогда не ошибалась, не потому, что она должна была нравиться всем, а просто потому, что она была человеком. Но Фения — игра, в которой хоть немного осталось Шарлотты. В рисунках на стенах, в посланиях на телефоне и в пустоте. Возможно, поэтому мне и хотелось поймать это все в объектив фотокамеры. Сохранить ее память хотя бы в 640 на 480. Наша память — это пространство. Это фотографии, запахи, вкусы, вещи, места. Игры — это память. Чтобы хотя бы вот так можно было обнять того, кого нет. Спасибо, что досмотрели это видео до самого конца. Некоторые ролики я пишу очень долго, а некоторые просто возникают, когда нужно. Вот это видео для меня одно из них. Мне очень хочется верить, что если это видео попадется в водовороте алгоритмов человеку, которому сейчас особенно тяжело, то он хотя бы ненадолго почувствует, что он не один. Я понимаю, каково это, когда против тебя целый мир, и кажется, что все вокруг это боль без конца. Но даже когда кажется, что жизнь это страшно и больно и сложно, да, это так. Но в ней все равно остается то, ради чего стоит жить. Я много раз хотел остановиться, думал, все кончено, и если меня не станет, как быстро меня забудут, но я все еще здесь. Потому что я верю, что это кому-нибудь нужно. Надеюсь, вам понравилось мое маленькое глупое видео.
В Телеграме есть весь архив моих фотографий, а на Бусти отдельный подкаст о том, как я создавал это видео. Спасибо вам, что подписаны. Отдельная благодарность, как всегда, Терияки, Джек Кей, Зря я туда полез, Амнат Гледос, Абадон, Руслану Байгунусову, Матби 227 и Йоля. А у меня все. На случай, если не увидимся, еще раз вам привет.